Пока многие негодуют от сложности некоторых боссов башни магов, я решил поделиться опытом своего освоения Крула в реалиях патча 9.1.5, дополнение Shadowlands. Делал я это за Гвардиан Друида или просто Страж Мишеня. Да, я танчил и получил по загривку, и не раз. И это было классно. Это действительно круто, это было именно то, что я ожидал. Я прекрасно понимал, что для того, чтобы это пройти, его не должны нерфить. В нем нужно отыграть на 100%. То есть это именно то испытание, которое я хотел. И я благодарен Blizzard, что я смог пройти его в том виде, которое оно сейчас есть. Хотя, может быть, уже что-то изменилось, ибо я это проходил вчера во время стрима. Я одолел Крула, причем, можно сказать, дважды. Первый раз у меня был какой-то прям нереальный фейл. Вот вы его сейчас можете видеть. В принципе, момент довольно веселый. Или нет, так сказать. Вот. Ну и что хотелось бы сказать. Поставьте, пожалуйста, этому видео лайк, ибо я действительно много потратил времени на то, чтобы сделать этот весь материал. При желании вы можете поддержать меня на Бусти, ссылочка будет в описании. Ну и приступим. Гир, у меня было много вещей с версой и хостой, типа вот этих PvP-шных. Но я хотел собрать поболее хосты для уменьшения ГКД, ну и просто для увеличения ДПС. Поэтому я решил скрафтить некоторые предметы, которые, благо, я мог сделать с помощью своего ювелира. В принципе, это было довольно-таки просто. Многие эти вещи стоят довольно-таки мало в крафте. Да и реги после окончания прошлых дополнений у меня остались для крафта этих предметов. И вот ровно до башни магов эти предметы нафиг никому не нужны были, поэтому реги у меня просто лежали. Я скрафтил себе шею, перчатки, но даже их не стал чарить. Штаны, потому что мог. У меня есть рецепт этих штанов. Кольца, тринкет. Нет, тринкет я купил. И вот вы только представьте, его уже успели занерфить. Вау, серьезно? То есть ровно после того, как я прошел башню магов, его занерфили. Удивительно. И вот этот тринкет. Надеюсь, его-то хоть не занерфили. В чем прикол этого тринкета? Его вы можете собрать с любыми шестеренками, с нужными вам статами. В моем случае это 44 скорости. Вы можете собрать 44 крита, или, допустим, 16 версы, 16 мастере, 16 крита, ну или те статы, которые пожелаете. А также на сервере Гордони вы можете купить подобный тринкет на аукционе. Я их продаю со всеми возможными комбинациями статов, так что имейте в виду. Сам по себе тринкет дает довольно-таки много статов и при этом неплохо так дамаджит, порядка 5-7%. Это очень достойно. В свою же очередь, этот тринкет внутри башни магов мне давал процентов 5-6 хосты. Один тринкет, да, сам по себе. Что стоит сказать? Чарки и сокеты. Чарки и сокеты довольно-таки сильно влияют, особенно если у вас вот такие вот пушечки есть. Для того, чтобы они стали 50-го айтем левел, я вставил вот такие вот релики. Вот, имейте в виду, их можно купить на аукционе. Если повезет, вы можете их все-таки застать купить. На первую пушку у меня чарка удар 5. Она мне дает порядка 8% урона, может даже танки около 10. На вторую пушку танцующая сталь при проке она дает 30 ловкости. И когда в башне магов у нас всего 300, это 10% урона. Потом я юзаю заточечку на вот эту пушку. Массивная точила, она дает порядка 5% урона. То есть чарка и точила дает нам уже 10, 13%, может даже 15%. И вот на эту пушку я юзаю масло теневого ядра. Оно тоже незначительное количество урона дает. Что могу сказать по поводу сокетов? Ну, смотрите, сокетов много у меня. У меня 3 сокета. На хосту, 2 на крит, один в голове. Чарки. Обязательно чарка, как по мне, это вот это. Она дает 10% скорости бега, что на круле очень и очень существенно. Далее у нас штаны. Вы их можете зачарить, имея просто кожевничество, дополнение пандария. Причем вам достаточно иметь одну единичку навыка для того, чтобы у вас открылась вот эта вот накладочка. Это самое, что ни на есть фришная чарка. Вот эта вот нить стоит 3 голда. Можно купить у любого продавца партняжного дела, либо же поставив мамонта. Вот. Далее что у нас идет? Чарка Шиэла, чарка Шиэла, чарка Шиэла. Причем на инту я не стал менять запястье, я прошел в таком гире. Хотя вот вы, в свою очередь, можете абсолютно зачарить каждую шмотку, купить, возможно, на аукционе множество предметов, которых будет сокетов, ставить в них сокеты, и тогда точно вы пройдете. Вы можете, конечно, этого не делать. Но сам факт того, что такое возможно, это уже тоже ничего. Чтобы вы понимали, не чарнуто, не чарнуто. Нету сокета, не чарнуто. Это порядка 7-10% урона.
если просто взять чернуться и вставить сокеты. То есть я могу сюда пряжечку вставить, мог бы, наверное, раздобыть где-нибудь кисти рук с сокетом. То же самое по поводу плечей, запястья, того же нагрудника, плаща. Это все вещи, которые вы видите на себе, в них могут быть сокеты. Даже вот в этом тринкете, вы понимаете, в нем сокеты. Не, конечно, печально, что тринкет понерфили, но что поделать. Даже может быть хорошо, что данное видео выходит уже потом, а не вчера. Вот. Также, если кому-то интересно, я оставлю ссылочку на данную табличку. Здесь находятся, по моему мнению, самые лучшие предметы, которые вы можете зачаровать на тот или иной слот. И здесь, видите, все поделено по энчантам на армор, на вепоны, сокеты, некоторое количество. Я, может быть, какие-то забыл упомянуть, да, но как бы я тоже человек, и мне за это никто не платит. Это сугубо моя инициатива. Если кому-то будет полезно, пожалуйста, напишите об этом. Чарочки, сокеты, еда, поты. Все указано. Пожалуйста, пользуйтесь. По поводу расходников. Я использовал сильный настой стремительного течения. Это настой дополнения БФА, барабаны, одновременно с зельем неукротимой ярости. Хилпотики, тоже БФАшные. Зелье, лесной эликсир нам не нужен, потому что на круле он не работает, как и пряный омлет. Я ел здесь медвежий тартар, потому что там множество существ, которых вы можете убивать. И когда вы убиваете их, медвежий тартар вам дает порядка 20% скорости бега. Вот. Ну, массивное точило, я про него сказал. И масло. Вот оно на пушке намазано. Вы, имея персонажа 51 плюс уровня, можете пользоваться этим маслом. Вот, имейте в виду. Таланты. Кто-то предпочитает взять вот этот талант, кто-то вот этот талант, кто-то этот талант. А может быть этот талант или же этот талант? Не знаю, все на любителя. Кто-то берет этот талант. У меня такие таланты. Мне было очень удобно под усиленными бурстами, которые мне дают дополнительно 30% здоровья и действуют вместо 15 секунд 30. Это было действительно классно, потому что эти бурсты тебе дают возможность пережить, по сути, два удара, даже может быть 3. Не, наверное, 2. Вы можете с довольно большой скидкой использовать свои способности, которые требуют рагу. И дополнительно имеете минус кулдаун, хилки, плюс хп. Этот талант, он просто, наверное, я бы сказал, нереален. Вот вы прикиньте, обмениваете 2 кровотока от взбучки на минус 35% урона под себе. 35%, Карл. То есть от 20 тысяч вы минус 6 тысяч по себе делаете от босса. То есть там, где урон был летальный, вы можете просто нажать данную способность, трижды накидать на себя или дважды броню, вот эту, да, и нажать, допустим, дубовую кожу. Этого уже будет достаточно, чтобы пережить летальный урон. И при этом не нажимая инстинкты выживания. А если на вас еще висит и бурст, вы можете просто обойтись, как бы раздавить и двумя кошками. Ну вот, смотрите сами. О чем я чуть не забыл сказать. Для тех людей, которые досмотрели до этого момента, планеры. Набор для сборки гоблинского планера. Эта штука позволит вам просто-напросто вот так вот вернуться на платформу, когда вас с нее скинут. И эта штука всего стоит 5 голдов на аукционе. Имейте в виду. Она может вам не раз спасти жизнь. Что могу сказать по поводу боя? Бой довольно-таки проблемный, действительно проблемный. Кто бы ничего не говорил, это тяжелый босс. Может быть, за какого-нибудь демона Хантера, танка там и просто, но за медведя было проблемно. Ады, которые шотают, хотя в актуале в большинстве случаев они даже не успевали скастовать, это, конечно, была проблема. Тринкет, конечно, вот этот очень сильно облегчал, да, но что поделать. Блин, даже как-то обидно, что его понерфили, потому что это был довольно-таки крутой тринкет для той же прокачки. Было очень классно с ним качаться, а тут вдруг из-за башни магов его начали нерфить. Хотя мы можем опять-таки взять и проверить, насколько он эффективен внутри башни. И как вы можете заметить, данный тринкет больше не стреляет столь много. Да, увы, жаль. Ну ладно. Ну и такие вот характеристики я имею во время боя с данным боссом. Почти 30% скорости и почти 20% универсальности. 250 ловкости до того, как я скушаю расходники. Что обязательно стоит сказать, что все враждебные существа в данном испытании восприимчивы к любым эффектам контроля. В этом бою вам будут помогать Пророк Велен и Корвас Кровавый Шип. Время от времени вам будет Пророк Велен ставить хилки, которые одновременно исцеляют и вас, и двух ваших подопечных, а также дают контроль всем враждебным NPC на данной платформе. Защита Пророка Велена и Корваса – первостепенная задача. Если
хотя бы один из них умрет, испытание будет провалено. Также прошу обратить внимание, что я пью пот до того, как войду в башню, потому что он действует в минуту. И в тот момент, когда я уже появлюсь в башне, данный пот откадешится, но он все еще будет продолжать на меня действовать. И во время начала боя с первым боссом я буду наносить дополнительный урон. Каждая сфера, которую призывает пророк Велен, существует 2 минуты. Старайтесь всегда отводить вражеских прислужников от Велена и Корвуса, чтобы их не задело способностями с уроном по области. В частности, 4 ада, которые вылазят из порталов, могут их очень легко убить. Для разных специализаций детали испытаний разные. Например, процент снижения здоровья от ауры Инквизитора у разных классов отличается. Также варьируется и радиус этой ауры. В случае паладина запас здоровья Инквизитора больше, чем в испытании у прочих специализаций. Некоторые специализации могут наносить урон истязающим глазам только с помощью магии. Первая фаза. Основной противник этой фазы Инквизитор. На него действует аура разложения. Если вы находитесь в поле ее действия, на вас суммируется дебаф аура разложения, уменьшающая максимальный запас здоровья на несколько процентов. Значение варьируется в зависимости от класса. Данный дебаф стакается. Так что нужно обязательно следить за этим. При правильных талантах вы можете АОЕ способностями задевать данного босса, не заходя на эту лужу. В принципе, вы можете увидеть, как я это делаю в видео, и повторить в точности. Все заклинания у этого NPC, помимо похищения жизни, можно игнорировать. Ну, если проигнорировать похищение жизни, во-первых, он наносит довольно-таки существенный урон, а также восполняет себе здоровье. Прерывание этой способности имеет наивысший приоритет в бою. Также время от времени Варис будет призывать исчезающие глаза. Во-первых, что с ними нужно делать? Они начинают кастовать на вас взгляд, и если отвернуться от них, они вас откинут. Во-вторых, их нужно убивать. То есть вы на них должны смотреть, когда они кастуют способность, а также должны вы на них применить лунный огонь, чтобы они умерли. А желательно несколько раз. Также раз в несколько минут появляется тлеющий инфернал. Прислужник, с которым придется иметь дело на обеих фазах. Инферналы не умирают окончательно и после смерти через некоторое время снова возвращаются в строй. Вы их можете обдотывать при желании, но их нужно обязательно кайтить, потому что они будут кастовать перед собой конусное АОЕ, которое помимо урона будет вас также откидывать. Вокруг Инфернала находится резонирующее пламя скверны. Инфернал жертвует 10% своего здоровья и наносит небольшой урон всем врагам в округе. Также по этому Инферналу увеличен урон, поэтому вы можете особо не париться, главное его кайтить. Резонирующее пламя скверны действует до 20% здоровья Инфернала. Далее оно отключается. После этого Инфернал начинает получать увеличенный физический урон, поэтому вы можете его довольно-таки быстро убить. Но он не умрет, имейте в виду, не стоит об этом забывать. Ужас пустоты — еще один прислужник, который участвует в этом бою. Он имеет способности Пси-когти, дебаф, который оставляет атака ближнего боя этого существа. Он увеличивает получаемый урон от тайной магии на 10%, так что будьте с этим аккуратней. Буря пустоты — это, я бы, наверное, сказал, чуть ли не самое важное заклинание у этих мобов, которое они могут скастовать. Помимо того, что они его скастуют, так еще с большой долей вероятностью, при наличии довольно большого количества дебафов от пси-когтей, данное заклинание может вас убить, а еще может убить Велина. Так что поэтому после того, как они скастуют, как только они его скастуют, вам нужно будет применить к ним дезориентацию. Ваше заклинание массовой дезориентации. Вот. Фаза номер 2. Как только Варис будет повержен, в бой вступит сам Лорд Круул. И это ваша самая, наверное, большая проблема. Все оставшиеся в живых инферналы и ужасы пустоты перейдут в эту фазу и продолжат сражаться. Глаза же на этой фазе перестанут появляться. Периодически платформу будут пересекать фиолетовые лучи, которые откинут игрока при столкновении с ними. Все инферналы, которые появились на этой фазе, они останутся, а все те, что могли появиться до, они не появятся. Так что имейте в виду, максимальное количество инферналов, по-моему, 3. Но можно умудриться перевести босса, когда у вас только один инфернал, и в итоге после переходки у вас один инфернал будет на постоянке, и не появится второй или третий. Лорд Крул обладает следующими способностями. Аннигиляция. Наносит физический урон и накладывает суммирующийся дебаф, который увеличивает урон, получаемый целью от Крула.
Способность можно прервать, но после этого Крул вновь начнет применять аннигиляцию. Также у аннигиляции нету особой дистанции. Ну, вернее, она есть. 1000 метров. Так что убежать от нее у вас не получится. Растаптывание пустоты. Крул совершает прыжок к своей цели и оставляет в месте приземления войду, который наносит существенный урон и замедляет игрока. Причем очень сильно. Из этого круга нужно моментально выбегать, а лучше сделать так, чтобы вы в него вовсе не попали, благодаря всяким штукам, которые увеличивают скорость вашего бега. Например, те же чарки на ботинке могут позволить вам это сделать. Кривое зеркало. Крул кастует интересный баф, и если его произнесет, он ему будет восстанавливать 5% от максимального запаса здоровья при каждой атаке ближнего боя по вам. И эту способность нужно обязательно прервать. Он ее будет кастать примерно раз в минуту. Давайте проведем разбор полетов. Что вам делать на первой фазе? Многое вы можете увидеть в видео и, возможно, повторить, либо сделать так, как делают другие, и просто время от времени применять форму совы и таким образом дамажить потихой. Такое, конечно, возможно, но я не увидел особого смысла и считаю свой вариант стратегии лучшим. С пула я отдаю кулдаун, а именно берсерк и кожу, для того, чтобы максимально продамаджить и получить минимальное количество урона от босса. Я подхожу к нему в мили и применяю все способности по максимуму, пока не настакаю довольно-таки большое количество дебафов уменьшения хп. Ближе к этому моменту должен босс начать кастовать похищение жизни. Вы можете ему кикнуть каст или использовать тайфун. Также тайфун вы можете использовать на протяжении всего боя. Как вы могли сейчас заметить, я бегаю по кромке лужи босса, и это позволяет при правильных талантах его ауешить с помощью ауе способностей. В том числе кидать на него кровотоки, не получая дебафов на уменьшение здоровья. Также от вас нужно выполнять 4 обязательных действия. Это следить за глазами и убивать их. За боссом сбивать ему правильные косты, а именно похищение жизни, как я сказал ранее. Кайтить големов и следить за 4 адами, которые могут и, скорее всего, доставят вам больших проблем, если вы не будете за ними следить и правильно убивать, используя контроль. Переходка на вторую фазу. Перед этой переходкой желательно иметь полную ярость, для того, чтобы скастовать сразу 2 стака усиления брони. И мой совет, наверное, лучше применить после этого заклинания неистовое восстановление, пополнив здоровье. И, возможно, в связке с усилением брони отдать дубовую кожу. Применить по откату бурсты, а также отдать еще в дополнение к нему барабаны и ДПС под. Обязательно стоит сбивать каст кривого зеркала с помощью сбивания каста, иначе это сразу конечное, и вы можете ливнуть из данного испытания. Ближе ко второму касту стоит иметь фулл ярость и примерно, понимая тайминги, начать использовать усиление брони, сколько вы успеете. И при возможности используйте дубовую кожу, либо способности раздавить. На третий каст стакайте вновь броню, отдаете либо дубовую кожу, либо способность раздавить и дополнительно инстинкты выживания. Но вы можете оставить для этого момента бурсты и отдать их здесь, на стаков максимум брони, отдав кожу и способности раздавить, что позволит вам с легкостью пережить, оставив сейвы на четвертый и, возможно, пятый удар аннигиляции. В принципе, этого вам должно быть достаточно для того, чтобы вы прошли данное испытание. Здесь, по сути, от вас что нужно? Это выучить все механики и отыграть на 100%. Вам может в какой-то момент повести с какими-то способностями, где-то может не повести с ГКДшками, когда вы упретесь просто в ГКД и не успеете способность отдать. Также время от времени стоит давать боссу стан. В принципе, 4 секунды стана это довольно существенно. Он может просто 4 секунды отсрочить каст аннигиляции. За это время вы можете успеть накастовать себе брони, отдать все сейвы и быть готовым к его касту. Также про сферки не стоит забывать, которые хилят. А на этом, в принципе, все. Хорошего вечера, ребят, и удачи. Надеюсь, у вас все получится. Я за вас кулачки держу. Спасибо за просмотр и покеда.